Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сегодня 21 июля, четверг. Я уже позавтракала, а кофе взяла с собой на балкон. Я тут вяжу потихонечку. Погода у нас, такая, небольшой ветерок. Вроде как мрачновато. В Питере жарко, но вот вода остыла. Если я не забуду, я вставлю фрагмент сразу после этого. Рубрика из Питера сообщают. Кавголовское озеро. Классно, что такие вставочки у меня во влогах присутствуют. Это вообще здорово. Ну, кстати, народу не так уж и много. Потому как бывает и больше. Намного. У нас был очень сильный дождик, но сейчас вроде бы закончился. У меня по плану сегодня убраться еще в одном ящике. В прошлом видео, у меня на кухне в тумбочке 5 ящиков, 2 я разобрала, помыла и даже покрасила внутри, освежила в том влоге, и в этом у меня по плану 1 ящик. И плюс я сегодня поставила себе в планы помыть все выключатели на стенах во всех комнатах, протереть, и розетки. Точнее, сначала-то я думала выключатели, но у меня их не так много, и самое главное, единственный, который, вернее, 2, которых чаще всего используются, там, в ванной, в туалете и в коридоре, хотя у меня там есть датчик движения, но и стационарный выключатель я тоже иногда использую, как иногда, даже по нескольку раз в день. Но они оказались самыми чистыми, а тот выключатель, который в гостевой комнате, в которой вообще этот свет практически не используется, там выключатель оказался самым грязным. Но, в общем-то, все равно помыть меламиновой губкой, там было дело 5 минут, абсолютно все. И по розеткам, конечно же, прошлась. В ящике образовался вот такой ужас, именно потому что я тут все в спешке туда запихивала. Вот, вчера помыла плиту, но не помыла решетки. Тоже этим надо заняться. Но решетки я буду мыть завтра или послезавтра, потому что, опять же, сегодня-завтра я планирую шинковать и тушить капусту, а это всегда будет все уляпано, поэтому уж лучше я сначала потушу капусту. Так как, вы знаете, я ненавижу мыть решетки, там, например, в ванной, у меня она акриловая, я боюсь, там, чтобы не было ни царапин, ничего, хотя, в принципе, бояться надо, когда эмаль, а у меня акрил, но все равно. Вот, поэтому я стараюсь сделать все вот тут вот, поэтому это все сложнее. Когда-то для развлечения я купила в фикс-прайс себе такой шарик, но у него вот эта вот сеточка сначала порвалась, и сам шарик долго лежал, а сегодня я этот шарик разрезала, выбросила, а шарики положила вот в такой вот, в баночку. Может, залью водой, не знаю, что-нибудь придумаю, будет красиво. Ящик вытряхнула, сейчас все помою. Помыла, сейчас буду красить. Вообще, я долгое время не рассматривала менять кухонный гарнитур, но в будущем, безусловно, потому что я не люблю нанимать рабочих, и вообще ремонт в квартире я делала сама, потому что я многое могу. Но, например, собрать и повесить мебель, на кухне это все-таки не так просто, я не смогу. Вот. А так как сейчас уже Андрей посвободнее, то я думаю, если когда надумаю, то вдвоем мы все это сможем сделать. Но это все равно будет не вот сейчас, потом. Вот из этих 5 ящиков мне Андрей 2 там подремонтировал, потому что изначально они были неправильно сделаны, там почему-то они на скобы крепились. Вот. А с остальными все в порядке, но вот, например, этот ящик, его все равно дополнительно будет неплохо закрепить, но это в следующий раз, потому что в этот раз, когда чинились 2 ящика, то практически в день отъезда. Теперь все чистое, осталось подождать, когда контейнеры высохнут, я их тоже помыла.
Много чего выкинула, ну а то, что осталось, я потом переложу. Сейчас просто в этот ящик уж сложу аккуратно, потому что я хочу переместить аптечку из коридора на кухню в один из ящиков, но это будет позже. Тут разобралась. Мне в этот раз повезло, я салат купила за 59 рублей килограмм, это прям еще выгоднее. Сегодня уже следующий день. У нас обещали 27 градусов, не дай бог, конечно, но пока вроде бы попрохладнее. Я делаю себе кашу, тут у меня оладьи, иллюстрация. В общем, гуашь никак высохнуть не может. Ну и кофе варится. Ну вот теперь можно и позавтракать. Сейчас буду делать начинку на пироги с капустой. Вот. Потом там еще масса дел по плану. И нужно будет еще выделить время на то, чтобы там в шкафу протереть всю вот эту технику. Я очень удивляюсь. Вот у меня мама раньше всегда говорила, вот, например, едешь в отпуск, никого дома нет, перед этим всю квартиру вымоешь, приезжаешь, там, ну, помимо пыли, там, вообще как будто тут готовили и прочее. Вот. Но действительно это так, потому что, например, у меня в доме я ничего не жарю, ничего такого. Если даже оладьи делаю, так я их делаю вообще без масла, то есть жарю без масла. А на столе, на котором я ем, там вообще пища не приготавливается, максимум иногда вот раскатываю там тесто, все. Ничего там больше не делается. Я вчера заметила, что у меня там плитка испачкана. Как так вообще возможно? Измельчителем вот капусту порезала и морковку. Ну, морковку на своей терке. И сейчас все это тушу. У меня, в принципе, достаточно сковородок, можно на нескольких делать. Но я все сделаю в одной, потому что капуста сейчас... ну, скажем так, утушится, и все нормально. Здесь у меня вода, специи, то есть никакого масла. Туда, куда можно не добавлять масло, я не добавляю. Вот, и буду постепенно добавлять еще капусту. Также сегодня по плану у меня вот этот ящик, тоже все вытащить, все помыть, ящик помыть, покрасить, ну и так далее. До мытья. После помывки я уже все протерла, вот здесь вот пятнышко не отмывается. В общем, сейчас буду красить. После покраски вот так. Но это я только-только покрасила. Краска матовая, поэтому высохнет и вообще будет замечательно. В одну сковородку все-таки не помещается очень долго. Тем более качан был большой, поэтому взяла вот новую сковородку. На самом деле купленная она лет 25 назад, просто так и лежала в коробке, не распакованная. Пока капуста тушится, я вот этим антижиром намазала чайник. Но опять же, жирных пятен там нет, но вот подтеки воды, все прочее. Поэтому периодически мою. Потому что когда я что-то готовлю, даже если я не жарю, а я как бы не имею такой привычки, все равно что-то летит, можно чайник убирать, но мне так неудобно. Вот. И еще вот эта штука, которая, ну, типа ножи точит, все прочее, она как раз лежала в том ящике, вот, который я сейчас покрасила. Там, в принципе, все, что лежит, все чистое, потому что этим регулярно пользуюсь. Но вот эта штуковина требовала очистки, поэтому у меня вообще антижир – это универсальное средство, оно отлично все очищает. Вообще его очень люблю, поэтому им воспользовалась. Буду замешивать тесто. Теперь тесто должно подойти. Мне будет нужна вторая порция, но я сейчас решила замесить одну, все сделать, а потом уже замесить еще одну порцию. На вечернюю прогулку и магазин. Мой салат, точнее резанные овощи. Китайская капуста, морковка, огурец и кабачок. Ну, как всегда, сырой. Я не знаю, мне просто понравилось. Сырые кабачки – это вкусно, так зачем заморачиваться? Тесто подошло просто шикарно. Сейчас буду делать пироги. Первая партия пирогов готова. Начинки осталось много, и сейчас подходит еще тесто. Поэтому будут еще. Здесь получилось 37 штук. Сейчас я, пока тесто подходит, протру здесь пыль. Вот, ну, может быть, продолжу снимать хобби-влог.
И буду сейчас монтировать этот лайф-влог. Плюс у меня рукодельный влог требует монтажа. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи. Всем пока-пока.